Зоракс Сплинтер, технический отдел. Ты действительно хочешь помочь Питу вернуться? Че тормозишь-то, Реджи? Хватай его, пока Малевский не приперся! Вы, кажется, что-то неправильно поняли! Обалдеть. Две простые, но очень важные задачи. Первое, разобраться с ненавистью коллег-штурмовиков, наверняка понадобятся деньги. И второе, самое главное, выйти из поезда прямо в пансионат. Но как там передвигаться? По теории Оли там нельзя двигаться. Как говорится, все легко и непросто. Делаем. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Страдаем и поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы среди планов и ненависти. Да, мусолить одну и ту же тему выхода из поезда я не буду, ибо у нас очевидный намек. Если я не успею или проигнорирую ненависть штурмовиков, обрушенную в мою сторону из-за скримера, концовка будет либо не самая-самая, либо совсем отстой. Как сказал Ложка, не я это заварил, но мне расхлебывать. Несправедливая справедливость. Ладно, на самом деле хорошие новости тоже есть. Так, погоди, тихо. Кацпар прав. Мы не можем выходить в пансионат совсем без плана. Если мы не можем передвигаться за пределами поезда самостоятельно пешком, надо придумать какой-то другой способ передвижения и... Ну чё? Что? Наконец-то остальные признали, что я не псих. Ты о чем это, Реджинальд? Слушай, я не знаю, что ты сделал, чтобы так втереться в доверие к Луизе и Малецке, но могу гарантировать, тебя это не спасет. Начальство у нас много чего не знает. О, нашел же. Ложка, а мы думали, ты нормальный парень. А ты оказался... Дорин, Реджинальд, Да заткнись. Че тормозишь-то, Реджи? Хватай его, пока Малевский не приперся! Что происходит? Ребята, вы... алло! Вы, кажется, что-то неправильно поняли! Господи! Меня что, сейчас все мутузить будут? Помидоры? Закидывайте его, ребятки! Давайте! Будете знать, как быть любимчиком Луизы! Хватит! Давайте! Остановитесь! Закидывайте его, ребятки! Хватит! Что ж такое-то, а? Послушайте, я понимаю ваше недовольство. Недовольство? Черт, да... Ребята, я понимаю, почему вы злитесь. Вы имеете на это полное право, но... Это не моя вина, это вина начальства, что они меня так выделяют. Вы должны злиться на скримера. До этого мы же все нормально общались, а он все испортил. Я хочу, чтобы вы знали. Мне очень жаль, что такая ситуация вообще сложилась. Ну да, либо первое, либо третье. Мне кажется, надо начать с чего-то нейтрального, потому что если я начну обвинять начальство, то они скажут: да, рассказывай, мы видели, как ты там с Луизой и все такое. Короче, мне жаль, давайте я объясню. Ребят, поймите, скример прав. Я действительно новичок в Синклите, и я не знаю всех ваших порядков и правил. Я просто делал свою работу. Я старался делать ее хорошо. Я никогда не претендовал на особое отношение. Для меня намного важнее вы. Вы все. Да, вы считаете меня Луизиным сынком, но это не так. И я сделаю все, чтобы вы могли снова считать меня своим. Даже если это означает, что... Так и быть, я должен дать вам выпустить пар. Ладно. Продолжайте! Продолжать? Давайте, ребята, продолжаем! Сам напросился! Сюда! Блин, это шикарно. Это реально лучшее решение. Встать. Задание он кетчу-ложка? Сальса-ложка? Арабиата кон лололони? Короче, надо переодеться.
Надеюсь, это помогло, и мои коллеги будут менее агрессивно ко мне настроены. Да, вот это реально радикальный план. Опа. Чё ты смеешься? Сдерик, ты чё, офигел? Ну хотя бы ты-то не смейся. Да, Лулошка, ну ты красавчик, конечно. Живой хотя бы. Да. Только вот от кислоты кожу щиплет немного. Да, знаешь, ты выглядишь так, будто из ужастика какого-то вылез. Мы с Аланом играли как раз пару километров назад в вагоне развлечений в такой. Я в курсе, что у тебя случилось в отделе. Это жесть, Ло. Ты как, в порядке? Знаешь, Сдерик, ты бы лучше сначала спросил, а потом уже смеялся. Тогда твои переживания выглядели бы, ну хотя бы правдоподобнее. Прости. Да, ну слушай, у меня изначально был такой план, а потом я увидел тебя, и тут только два варианта. Рассмеяться или убежать в ужасе. Я выбрал первый, Ло. Да уж, ну и фигня здесь. Что это за место-то? Тут... Ты не знаешь? Штурмовики проводят подпольные бои. Значит, все-таки есть немного правды в том, что все штурмовики чокнутые. Эй, Сдерик, брось ты. Нормальные мы. Ну, да, конечно, Лулошка. Утащили с кухни 6 ящиков помидоров, чтобы закидать своего. Слушай, мы же не будем тут убираться, да? Так, Ну, чё вроде... тут? День не будет. Ну чё стоите? Уберите свой срач, прежде чем уходить. Да. Да уж. А я надеялся, что Сдерик уборщик остался где-то в прошлом, когда он был Абдамакетры. Ну да. Блин, ребят, на самом деле, я не знаю, почему меня на ха-ха пробрало, но вот эта вся ситуация с помидорами... блин, я думал, сейчас с ума сойду. А ты откуда швабру взял, гений? Она у тебя что, в кармане была? Или где-то здесь? А, погоди. Да, вот взять швабру, шкафчик. Понял. Очистить. Сюда. Блин, то, что у меня минус хп, это, конечно, неприятно. Ну ладно, главное, убираемся. Блин, я, знаешь, после отвязки пытался еще хоть как-то физическую форму поддерживать, но очень много километров назад забил на все это. Это тяжело было. Да, я понял тебя, Сдерик. Слушай, на самом деле, спасибо тебе огромное за помощь. Я не представляю, сколько бы провел здесь один. Да, ладно уж, это скорее Алану спасибо. Он увидел, как штурмовики с ящиками телепортировались. Не знаю уж как, но он за ними проследил. Да, Алан славный парень, Ло. А еще он в каком-то безумном восторге от тебя. Говорит, вы, Смолецкий, вернули в нем веру в свое дело. Он обожает готовить не меньше моего, честное слово, Лулошка. Только у меня-то все как-то легко, там, интуитивно получается. А у него, ну, не интуитивно. Он постоянно учится, что-то читает, изучает, граммовки соблюдает идеально. Но синклитовцам все не нравится и не нравится. Я пробовал его блюда, они действительно очень-очень вкусные. Да, я понял, Сдерик. Слушай, а Алан тебе ничего не говорил о том разговоре, который он подслушал на кухне? Говорил, да. Он как-то после смены разболтался со мной, когда мы заготовки делали. Сказал, что у него как будто глаза открылись. Он стал много моментов подмечать, которые ему кажутся неправильными. Он сказал, что гордится мной и тобой, что мы пытаемся эти вопросы как-то разрешить. Но сам участвовать в этом слишком боится. А ты? Ты не боишься? Не, бояться это скучно. Тем более я уже однажды умер. Да и вообще изначально не должен был существовать. Тебе бы, кстати, переодеться. Ой. Правда. Ну и, кстати, слушай, я думал насчет вашей вылазки в Смолецке и понял, что вам наверняка потребуется какой-то способ передвижения. Что? Подожди, Сдерик, ты сам до этих мыслей дошел? Ну да, а что? Это же не очень сложная логическая цепочка. В Синклите существа еще как-то могут существовать благодаря движению поезда. За пределами Синклита движения, по идее, нет. Значит, создать надо. Офигеть. Подожди, что, реально? Ну ладно, я помню, что Сдерик так-то умный, он вообще-то ученый. Но у тебя есть какие-то идеи? Ага, есть. Помнишь, ты мне рассказывал, что до отвязки пользовался каким-то скафандром с фильтрами из антискинта? И рассказывал, что Тадмавриэль занимался глубокими исследованиями скинта. Короче, Ло, я сходил в библиотеку, взял все наработки Тадмавриэля, что у нас были, и, к счастью, там все очень хорошо структурировано. В общем, я начал разрабатывать двигатель на скинте. Логика такая: раз скинт как-то очень тесно связан со временем, то он наверняка сможет функционировать даже в безвременном пространстве. Ну да, наверное, звучит многообещающе.
Вот, только единственное, я без понятия, как такое устройство протестировать. Особенно, когда у вас вылазка с метра на метр должна случиться. Да и за такую короткую дистанцию я один точно не успею ничего создать. О, вот ты сказал, один не сможешь. А если у тебя будет помощь какого-то исследовательского отдела, например? Ну, это бы помогло, да. Но мне бы еще кого-то, кто разбирается в самом железе, а не только в теории. А еще мне нужен сам Скинт. Без него точно ничего не получится. Ага. Ладно, Сдерик, знаешь, я понял, я займусь этим. О, то есть как в старые добрые, да, Ло? Снова приключения, снова мы спасаем мир. Нет, даже не просто мир, целой реальности. Ну да, только с каждым разом ставки все выше и выше. Да ладно тебе, мы справимся. Отправляй всю подмогу ко мне на кухню. Ладно, Сдерик. Блин, мне так рекламировали Синклит, говорили, будет все время мира, а в итоге это время мира не имеет никакого значения, когда все завязано на долбанной дистанции. Я мог бы пойти в какой-нибудь мир, но нет, все равно вернусь через определенную дистанцию. Вот бы в обратную сторону это тоже работало. Ушел в мир, а вернулся раньше, чем ушел. Ладно, у меня не так много метров, чтобы тратить их на нытье. Согласен, не ноем. Получается, мне сейчас нужен исследовательский отдел, который поможет Сдерику. О, господи, я только сейчас понял, какой я весь томатный красивый. Ладно, сейчас, погодите, надо, наверное, переодеться. Вот так вот, красиво, шикарно. А вот это мы надеваем. Замечательно. Кстати, утка-песочные часы надо, наверное, сразу поставить. Посмотрим, что у нас здесь написано. Со временем пришло понимание, что это идеальная фигура речи. Не понял, но вроде понял. Сейчас нам нужен либо Олли, либо Патриша. А еще нужен вагон-стационар, чтобы похилиться. Поехали! А, слышал звук хила. Спасибо. Далее в эту сторону. Здравствуйте. Нет доступа. А, это не сюда? Или погоди, где это? О, стоп, стоп, стоп! А мне же еще Скинт понадобится. Во, а еще мне нужен сам Скинт. Без него ничего не получится. Понял, займусь. Да, но подожди, мне же еще нужно понять, с кем поговорить. Ё-моё, я правда не понимаю, куда идти. Ну вот. Что? Ладно, сейчас. Зас, перевела тебе. А что происходит? Получил? Да, предикторные модели работают и на индивидуальном уровне, Патриша. О, это просто удача, Зас. Не строй иллюзий. Если бы прогнозирование индивидуальности было настолько банальным, наша работа бы не имела смысла. Ребят, простите, а почему у меня ощущение, что ваш разговор как-то связан со мной? Потому что он связан, Лолошка. Мы поспорили с Зазом, Я что... проанализировал паттерны твоего поведения, Лолошка. Построил факторную модель. И когда я узнал, что ты на прошлом километре общался с Олли, понял, что ты снова придешь. Да, а я вот, Лолошка, ставила на то, что ты не такой предсказуемый. И что ты должен хоть когда-нибудь заниматься работой, а не по разным отделам шастать. Моя ошибка. Я даже не уверен, должен ли я обидеться на такое или нет. Да, на науку не обижаются. Ладно, Ло, вон там Олли сидит. Ты же к нему пришел, да? Нет, Патриша, ты чего? Говоришь так, будто я не могу прийти поболтать к тебе, например. Хочешь сказать, ко мне пришел, да? Ну, вообще вон к Зазу пришел. В этот раз к Олли, но это ничего не значит. К тебе. Так, в этот момент мне нужно вспомнить, кто мне рассказывал про передвижение за поездом. Это был Олли. Значит, он шарит. Прости, Патриша, но в этот раз реально к Олли. Что и требовалось доказать. Нет, ну это просто... На, в задницу, короче. Эй, Олли. Да, блин, так, Лолошка, я одну вещь скажу, ты только не обижайся. Какую? Я надеялся, что ты не ко мне. От того, что ты сказал «не обижайся», мне обидно не стало. Извини, это не с тобой связано, правда? Я просто абсолютно ничего не успеваю по работе. Нахватал себе сторонних проектов всяких, они отнимают у меня драгоценные метры. Особенно я жалею о проекте в кинозале. Ты звучал очень воодушевленно, когда о нем рассказывал. Так, я на всякий случай напомню. Проект в кинозале — это работа над какими-то микробами. Он там в уголке выращивает каких-то умных микробов, да? Угу. Но прямого телепорта в кинозал нет, потому что им никто не пользуется.
и мне нужно телепортироваться в этический отдел, чтобы оттуда идти пешком. Ах, так и чего ты хотел-то, кстати? Знаешь, я хотел отнять у тебя еще метров, предложить проект, который бы тебя точно заинтересовал, То-то-то, но... подожди-ка. До этого сантиметра все твои идеи были до шутка увлекательными, Лолошка. Что ты хотел предложить? Ну, у меня есть друг, у которого есть идея, как продолжить инерцию. Понимаешь, о чем я, да? О, это же мечта, Лолошка. Я всегда мечтал поработать над чем-то как раз таким. Только, прости, я все-таки вынужден отказаться. У моих микроорганизмов сейчас период спаривания. Надо регулярно кормить. Что? Спаривание микроорганизмов? Подожди, Олли, а разве микроорганизмы размножаются не делением? Нет, ты чего? То, что они маленькие, это не значит, что они какие-то простейшие. Это целые цивилизации с правилами, законами. А я их бог. Они не знают, что в Синклите нет хода времени. Они вообще ничего не знают. Не знают даже о существовании смерти. Так, ладно, прости. Тебе, наверное, вряд ли это интересно. Мне просто нужно кормить этих малышей каждые 100 метров. Они невероятно прожорливы в этот период. Слушай, обалдеть. Это реально обалдеть. Он в какой-то чашке Петри выращивает целый мир? Это офигеть. Так, ладно, Олли, а что ты будешь делать, когда их станет слишком много? Ну, посмотрим, что станут делать они. Утилизирую, если придется. Ой. Блин. Вот снова пора их кормить. Ё-моё. Эй, слушай, Олли, а вот давай как раз знаешь как? Я займусь кормлением, а ты поможешь моему знакомому с проектом, Кстати, отличный план. Сейчас тогда. Вот, держи. Взять яблоки. Ты поставь себе на планшет напоминание, пожалуйста, на каждые 100 метров. Это тебе на ближайшие 400. По одному яблоку прямо целиком. Прямо с семечками. Так, а куда мне идти в итоге? На кухню, в столовую. Ладно. Только будь внимателен, Лолошка, пожалуйста. Эти ребята могут прекратить размножаться, если решат, что им не хватает еды. И это подпортит чистоту эксперимента. Так что давай, дуй в кинозал. Ладно. Задание «Вечное сияние чистого скинта». Вау, как же много на самом деле цепочек и заданий, и всех этих арок пересекаются друг с другом постепенно. Вернуть расположение штурмовиков, кстати, 2 из 4. А вот и задание «Вечное сияние чистого скинта». Найти исследователя с Дереку. Найти техника! Ой-ой-ой-ой, а вот это проблема, потому что у нас, не то чтобы хорошие отношения с техниками. Купить скин для двигателя, да, все-таки придется купить. Ладно, если мы не хотим Смолецкий навсегда зависнуть в безвременном пространстве, нам нужно найти способ там передвигаться. Хорошо, что у меня есть Дерек, который может придумать двигатель на скинте. Не факт, что это нас спасет, но других вариантов-то все равно нет. Вот это, кстати, правда. У нас мало времени, у нас мало километров остается, и вариантов тупо нема. Ладно, надо покормить яблочками. Патриша, поговорим? О, подожди, реально поговорим? Ой, знаешь, Лолошка, ты как-то плохо влияешь на нашего ящерку. Он, теряя хвост, готов бежать по первому твоему зову. Эй, да ладно тебе. Ему просто нравятся мои идеи. Интересно, а понравится ли ему преждевременная пенсия в подвалах? О, ты бы, получается, точно не согласилась, да? Ты помалкивай. Помалкивай. Я тем временем планшет беру. Или можешь сначала купить. Или планшет. Ладно, скин потом купим. Нам нужен вагон-офис. Погнали. Просто пробегаем. Здравствуйте. Кинотеатр. Мне нужно где-то здесь найти микроорганизмы. Вот. Кушать хотите? Я просто не понимаю, как это сделать. Вот, кидаю. Что? Подожди, они его так быстро съели? Офигеть. Это действительно голодная цивилизация. Ладно, ребят, я вернусь через 100 метров. Исследователь найден, теперь надо за техником. Техником, да. Я помню, что это надо через спальный вагон пройти. Не-не-не, по-моему, даже телепортационный. Или спальный. Короче, телепортируемся. К себе не забегаем. И, кстати, ко мне все еще относятся плохо или нет? Здравствуйте. Вы как на меня Проваливай отсюда. смотрите? Понятно, все еще плохо. Эй, техники, здорово! Я знаю только Пэта, Пинки и Зоракса. Пэт, Пинки, Зоракс. О, Зоракс и Пэт. Пинки нет. Привет. Поговорить? Не надо, Зоракс. Не обращай на него внимания. Вы чё? Пэт? Пэт?
Зоракс. Да блин, ну что ты хочешь? Мы не хотим с тобой разговаривать. Что такое, ребята? Ну, 2 раза общались за все время, а вы меня уже ненавидите. Я хочу вернуть Пита в Синклит. Ничего не хочу, просто поболтать зашел. Что-то случилось? Я хотел попросить вас помочь моим друзьям собрать кое-какое изобретение. Не, в лоб они точно откажутся. Я хочу вернуть Пита в Синклит. Да тут-то, блин! Сколько можно уже про нашего кольша, а? Нет его больше, забейте на Пита! Блин, ну а как я должен был, что я должен был сказать? Задолбал, реально. Куда ты? Ну и тоже на уме, уже сколько километров прошло, все Пит да Пит, Пит да Пит. Ладно, видимо, не получилось. Что такое? Планшет? Я не понимаю, тебе дать мой планшет? О, Зоракс. Он написал что-то? Уведомление. Зоракс Сплинтер, технический отдел. Помощь. Ты действительно хочешь помочь Питу вернуться? Да. Пит оказался в подвалах из-за меня. Я хочу исправить эту ошибку. Бля, прикольно. Так, сообщение. Зоракс, ты необычный штурмовик, Лолошка. Не злись на Пэта. Пит был его соседом в общаге, они даже стали похожи друг на друга, ты, наверное, сам заметил. Ему тяжелее нас всех. Я готов помочь вам. Меня подвалы уже не пугают. Я мог уйти на пенсию километров 200 назад, но держусь тут ради остальных ребят. Ого! То есть ты уже выполнил долг организации? Пинки и Пэт совсем приуныли без Пита. Пинки вернулся к выпивке, хотя нам и нельзя. В общем, если вы согласитесь со мной работать, я готов помочь. Хочу спасти Пита. Вау! Зоракс, вот от кого я реально не ожидал от тебя такого. Блин, это, конечно, хорошо, что я упомянул Пита, но я совершенно не уверен, что действительно могу помочь ему. Да, спасибо огромное, Зоракс. Если у нас получится выбраться из поезда, я сделаю все возможное, чтобы найти Пита. Так, смотрим. Я так рад. Что я должен сделать? Зоракс, отправляйся на кухню. Там ребята тебе подскажут. Молчаливый союзник. Пожать руку, блин, Зоракс. Я реально от тебя такого не ожидал. Да, конечно. Пожать. Что получается? Пока. Это, конечно, неожиданный поворот. Впрочем, как говорится, в тихом омуте... В тихом омуте черти водятся. Надеюсь, все будет хорошо, и ребята правда сработаются. И самое главное, надеюсь, что Зоракс не сдаст нас всех Луизе. О, запланированное напоминание! Яблоко для малышей! Батюшки, срочно! Перемещение! Так, нам нужно, я уже не помню, вагон-офис. Телепортируемся. И это просто трэшатина, реально нужно бегать. Ну а что остается? Видимо, бежим. Маленькие, миленькие, я уже здесь, вот, держите. Приятного аппетита, ребят. Так, теперь нужен старый знакомый на рынке, видимо. Да, нам нужен Еллер. Тот самый, который продает скинт. Ну, это просто, у меня вроде как даже есть телепортация. Телепортируемся. И... Снова всем привет. Вон он, Еллер. Хорошо, что ты здесь стоишь. Побеседуй. Ну привет, штурмовик. Привет, Еллер. Что, ты рассказал другому Громкаратроксу про меня, да? Ну да, как и тебе о нем. Да будет тебе известно, этот Громкаратрокс просто позорит имя нашего гордого рода. Да, именно, позорит. Он не нравится мне. Ну, кстати, в этом мы с тобой похожи. Ну, чего? Вы что, с ним тоже не в ладах? Да, типа того. Я не пытался затевать с ним никаких ссор или там соревнований, а он просто взял и решил усложнять мне жизнь. Типично для него. О, то есть вы хорошо познакомились? Нет, это просто типичное поведение среднестатистического Громкаратрокса. Предсказуемо и вульгарно. Что, ты опять за скинтом пришел? Кстати, да. Для чего тебе столько? Хочу насолить скримеру кое-чем. Слушай, а может быть он скажет, тогда тебе скидка. А тебя это не касается для персонального проекта. Насолить скримеру, да. Что? Тогда не продам. В плане? Чего? Ты же сказал, что скример не нравится тебе.
Да, я так и сказал, не нравится. И это большой знак уважения в нашей культуре. Что? Да как? Откуда я знал, что это знак уважения? Он настолько мне не нравится, что я предпочту никак с ним не пересекаться. Если он узнает, что я продал тебе скинт, чтобы ты над ним подшутил, нам придется пересечься, поэтому не продам. Да... Я пошутил про скримера и просто надеялся, что ты мне скидку сделаешь, Еллер. Мне совершенно для других целей нужен скин, правда? Да, конечно, так я и поверил тебе. Ну сам подумай, Еллер, как может скин помочь кому-то насолить? Не знаю. Вот именно, потому что я не для этого покупаю скин, не для этого. Ну, ладно, продам тебе. Но чтобы скример потом не приходил. Такая странные традиции у этого громко-оратораксичного народа, или как там это говорится. Кристалл скин-то среднюю 9000. Блин, а вроде бы 6000 было, не? Чё ты подороже стал продавать? О, у меня, кстати, ровно 9000. Пипец, купить. Еллер, ты же в прошлый раз вроде как дешевле продавал. В прошлый раз мои риски в сделке были ниже. Черт. Ладно, я сам виноват. Запланированное напоминание. Яблоко для малышей. Блин, яблоко для малышей звучит. Спальный вагон. Опять же, вагон-офис. Снова телепортируемся. У меня остается, кстати, всего 2 яблока. Мне, наверное, придется покупать самому и... Луиза де Саль. Ну... Здравствуйте. Знаете, Лолошка, микроорганизмы типа этих — тема одной из моих диссертаций. Правда, в Синклите нет университетов, поэтому моей комиссией был совет директоров. Были километры, когда организация была значительно меньше. И у директоров была возможность посвятить себя хобби. Моим хобби как раз были осознанные микроорганизмы. Когда их поедаешь, можно почувствовать, как они паникуют на языке. А вы что, тоже заинтересовались наукой? Можно и так сказать, Луиза. Это похвально. Многие штурмовики, несмотря на наличие выходных после каждого задания, предпочитают вагон развлечений настоящим интересностям. Приятно знать, что вы, Лолошка, не такой. Черт. Ну какая же она все-таки жуткая, эта Луиза. Что бы я ни делал, она постоянно считает долгом показать мне, что она в курсе всего. Я не понимаю, какую цель она преследует. Интересно, какое лицо у нее будет, когда я развалю ее хваленую организацию? Такое же, да? Я так и знала, что вы нас уничтожите. Очень похвально, Лолошка. Какая же она самоуверенная. Хорошо, что у меня много опыта борьбы с самоуверенными врагами. О, это правда, кстати, опыта хоть отбавляй. Ладно, кушайте, ребятки. Вы, главное, не переживайте, ребят. Вы не будете в панике бегать ни по чему языку. Наверное. Ну, тут от Олли будет зависеть. Не, ну это Луиза, она, конечно, вот под контролем держит все и вся. Я вот правда не понимаю, она, получается, чего-то ждет от меня. Она все понимает. Помните этот момент с Ноктиром? Она нам подмигнула. То есть она буквально понимает, что мы готовы выйти. Это и настораживает, и при этом... Не знаю, как-то пугает, честно говоря. И при этом жесть как держит интригу. О, кстати, а я вот сюда могу? Не могу. Так, а сюда? Блин, жалко. Наверное, кстати, здесь есть какая-нибудь уточка, но смотреть сейчас каждый угол мне не то чтобы хочется. Пойдем. Нам по-любому сейчас нужен сдерик, техники и ученые. Да, войти в дверь. И... Привет, ребята. Уже общаетесь? Так, тут не поговорить. Алан? О, привет, Лолошка. А я вот делаю заготовки для следующего километра. Мы планировали сделать томатный суп и пасту болоньезе, но у нас почему-то не хватает помидоров, поэтому вместо томатного супа будем делать какой-нибудь другой. Я предложил грибную похлебку, но Сдерик сказал, лучше сделать суп-пюре. А ты как думаешь? Я думаю... Да какая разница, блин? Это вообще пофиг уже, не? Не уверен, что могу давать комментарий по такому важному вопросу, Алан. Давай так. О, понимаю. Знаешь,
Приятно знать, что еще есть те, кто осознает сложность и ответственность нашей работы. Думаю, мы сделаем по несколько тысяч порций и того, и другого. Ну ладно, Алан, давай, я оставлю тебя, не буду отвлекать. Да, хорошо. Ты скажи Сдерику, что мне, если что, нужна его помощь. Я один-то все не успею. Окей, да. Работай. Потому что мы сможем таким образом добиться лучшей аэродинамики. Слушай, Олли, кажется, ты забываешь. У нас осталось меньше 2 километров. И знаешь, кажется, все-таки сумасшедший тут ты, если считаешь, что на этой дистанции можно что-то успеть. Ну, знаешь ли, я много километров успеваю готовить на весь Синклит, а значит и с этим справимся. Так, кстати, я даже ни разу не задумывался, а сколько же работы стоит за тем, чтобы всех нас накормить. В этом и есть наша цель. Чтобы выглядело, будто это все очень легко и делается просто. А на самом деле это постоянный труд Алана, меня и сотни маленьких роботов. Эй, привет, ребят. Привет, Ло. Прошу, скажи, что ты принес скинт. Принес. Вот, держи. Отлично. Мы, кстати, набросали уже несколько дизайнов Солли, но без скинта они все бесполезны. Кстати, Зоракс приходил, но нам было нечем его занять, поэтому он ушел по работе. Эй, кстати, Ло, а как там мои малыши поживают? Вообще нормально, только Луиза угрожала съесть их. Что? Да нет, забей, Оль, забейте, ребят. нам- Так, ребят, у нас мало времени. Раз у нас теперь есть скинт, можем приступать к реализации прототипов. Ладно, я напишу Зораксу. Давай. Эй, кстати, Сдерик, Алан попросил передать, что ему нужна помощь с заготовками. Окей, я как раз тут, кажется, закончил. Эй, Олли, ты же Зораксу, если что, сможешь объяснить? Да, конечно. Что ж, все при делах, все знают, чем заняться. И я молодец. Теперь надо найти Малецкий и поделиться с ним успехами. Это, кажется, первый километр, когда я в сознании и до сих пор его не видел. Кстати, да. Блин, мы Малецкий не видели столько времени. Давай сразу выходим. Все там, короче, разбираются, скинт есть, мы все отдали, Зоракса привели, Олли тоже присутствует. Теперь Малецкий. Ты здесь? Нет, наверное, да? Здесь я его не вижу. Спальный вагон сразу ТПшимся. И проверим, могу ли я прийти к нему. Ну-ка. О, черт. Долбаные микроорганизмы. Точно, яблоко для малышей. Я, кстати, не могу телепортироваться, потому что, конечно, микроорганизмы. Сейчас все будет. Тю-тю, ты дома, моя ракокошенька. Вот, кушайте. Ну вот, больше у меня нет, ребят. Значит, в следующий раз вас кормить будет уже папочка. Я, наконец, могу от вас отдохнуть. Все, за 400 метров уже устал, бедняга. Опять же, спальный вагон. Давай. Я уже знаю, куда мне нужно идти. 100% кровать Малецки. Привет. Да. Привет, Вольт. Погладить. Слушай, а где твой хозяин, скажи? Где Малецкий, Вольт? Где Малецкий, хороший мальчик? Вагон общежития штурмовиков. Чё? Два момента. Ты умеешь определять место своего владельца и... Ты умеешь разговаривать? То есть Каспар где-то здесь, в общежитии, получается, да? Но если его нет в его комнате, может он в моей? Давай-ка выйдем отсюда и сразу к себе залезть. А ну, Малецкий? О. Ну да. Каспар. Ой. Ты... Ой, блин, ты... Малецкий, ты чего? Ты все-таки живой! А ты что думал? Блин, напугал же ты меня! Малецкий, да чего с тобой? Ну как это чего? Я уж думал, что все, после киноляпа Скримера тебя кто-то прикончил и вывесил твою форму на обозрение любому, кто заглянет. Но, Каспар, ты же сам знаешь, что нас не так просто убить. Ло, это не отменяет того, что я переживаю за тебя, блин! Где ты был? Ну сначала меня закидали помидорами, а потом мы со Сдериком убирали подпольный ринг. Сдерик предложил идею двигателя, который мог бы работать за пределами Синклита и... Чё? Да. Потом я собирал команду, которая могла бы помочь Сдерику в создании двигателя.
кормил микроорганизмы, значит, потом встретился с Луизой, мне не понравилось. Там купил скин для Сдерика и команды втридорога, и... Так, ладно, все, хватит, ладно, Ло, я понял, остановись. Значит, после этого километра шансы на успех нашей вылазки... Чё, растут? Да, Малецкий. О, так это же отличная новость! Слушай, а почему ты мне не говорил, что твоя собака умеет разговаривать? Чё? В каком плане? Ну, Вольт, он умеет разговаривать. Ты не говорил об этом? Не умеет он. Ну, во всяком случае, при мне он никогда не говорил. Я просто спросил у него, где ты, а он ответил мне, что ты в этом вагоне. Не, Ло, ты, может, забегался? Может, тебе показалось? Ага, конечно, показалось. Ну, я бы не удивился, знаешь. Возможно, тебе стоит снова повторно записаться к психотерапевту. Это что, опять приказ, Малецкий? Нет, в этот раз просто дружеский совет. Ладно, я вздремну пойду. А ты сними костюм этот, пожалуйста, с манекена. А в идеале вообще постирай. Подожди, ты реально не знал, что у тебя собака говорить может? Но, подожди! Никто не понял, что это достаточно, походу, важная какая-то штука в сюжете? Собака буквально смогла определить, где находится Малецкий. У тебя что? По планшету. Ну ладно, тогда это уже не так странно звучит. Снять? Что, реально постирать? А как, где постирать-то? Как говорится, потом разберемся, но да, у нас появится двигатель на скинте. Вот это реально звучит. Что ж, план имеется, но знаете, кстати, что до сих пор забавно, ну, занятно скорее. Лолошка до сих пор не знает, что Лая убила Вальдхара и Стеллу. Да и в целом, мы давным-давно не видели Лаю. Мне просто интересно, как с ней арка закрутится и что будет дальше, потому что у меня ощущение, что Лолошка рано или поздно узнает. Но с этим мы разберемся уже в следующей серии. Очень хорошо, что мы подружились со всеми, все ко мне относятся более-менее нормально, или даже замечательно. Как полностью вернуть расположение штурмовиков, я еще, честно говоря, не понял, но наполовинку справились. Тоже разберемся, а на этом не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Очень надеюсь, что вы не забудете это сделать, потому что ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. Я это говорю уже, наверное, более 500 роликов подряд, но а что поделать? Забываете, реально забываете. А я очень хочу, чтобы вы точно так же, как и график выхода роликов, не забывали в график ставить лайки. Ну, нормально подвел, мне кажется, нормально. Спасибо еще раз. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и План в действии с двигателем из скинта. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.